Так. Итак, уважаемые коллеги, добрый вечер всем. Давайте сейчас перейдем к нашей стадии. Я покажу еще раз наш бот, потом покажу конкретный кейс с Сбермаркет под нашими такими первопроходцами. И расскажем вообще, как достигается репрезентативность, да, за счет рекрута в боте. Так, давайте начнем. Так, мы с вами переходим в наш бот. Сейчас мы очистим. Так, мы заходим в наш бот, и бот нас приветствует и рассказывает о том, что он умеет. Итак, тут можно подобрать респондентов или заполнить анкету о себе. Так, респондент или клиент. Сейчас, наверное, расскажу про бота, потом про кейс и потом, как проводить интервью в Telegram. Потому что часто уже клиенты сталкиваются с тем, что Zoom отключается, какие-то сторонние сервисы неудобные. Конечно, Telegram не панацея, но тем не менее для нескольких человек обычно он работает в хорошем качестве. Итак, мы с вами выбираем «Я клиент». Итак, что бот нам рассказывает? Бот рассказывает о том, что тут можно подобрать респондентов. Он рассказывает про отзывы, про саму презентацию, и он рассказывает о том, что после 19:00 можно получить первые отклики на свое исследование. Итак, тут указано, что рекомендации по вознаграждению, да, как обновляется база. Вот. Мы дальше кликаем «Разместить пост». Итак, бот у нас спрашивает информацию для поста в свободной форме. Ну, давайте мы эти темы будем пропускать. Да? Так. Дальше у нас критерии основные, которые должен соответствовать респондент. Да? Пример. Так, мы это тоже пропустим с вами. Тема опроса. Тут мы укажем ту тему, на которую у нас проводится исследование. Длительность. Так, вознаграждение, да, как может получить респондент. Буквально вчера у нас был кейс, где клиент выбрал в качестве вознаграждения Озон карту. Мы немножечко были удивлены, потому что обычно клиенты выбирают своего продукта какие-то карты, например, да, как кейс с Сбермаркетом, о котором мы сейчас расскажем. Но, тем не менее, отклики были хорошие. Итак, вознаграждение мы это пропустим. Дата, время мы, предположим, мы указали. Какое подтверждение о потреблении того или иного продукта? Да? Но в данном случае достаточно, я думаю, например, да, скриншотов о покупке курса, да? Вот, как вариант. Да? Дальше вот спрашивают у нас, как удобно связаться с нами, да, куда респонденты будут писать. Тут мы пропустим. Дальше мы пропускаем. Тут стандартные вопросы, на которые мы хотели бы, чтобы респондент ответил. Смотрите, тут дальше уже идет информация касаемая бота. Мы можем запросить счет на оплату, если мы будем оплачивать рекрутинг от лица компании. Мы делаем запросить счет. В моем случае у меня уже все заполнено. Если я была бы новым клиентом, я бы ввела ИНН и все реквизиты своей компании. Бот это запоминает и в следующий раз уже реквизитов не спрашивает. Итак, мы нажмем «Отправить». Вот дальше вот бот печатает, что он отправляет нам счет, да, на e-mail, и мы дальше уже переотправим этот счет нашему бухгалтеру.
там, или менеджеру, да, также автоматически придет акт выполненных услуг. Как это обычно выглядит? Сейчас, наверное, вам продемонстрирую. Обычно это выглядит каким-то таким образом. Например, это счет, это у нас акт. Все удобно, все автоматически, да? Насколько это можно реализовать в Телеграме. Вот. Давайте теперь, наверное, приступим к нашему кейсу. Значит, вот клиент все разместил наш проект. Так. Сейчас мы с вами посмотрим. Так, вот смотрите. Клиент, ну, на примере Сбермаркета, он зашел в бот. Сбермаркет у нас оптовый клиент, он сразу же сделал покупку 10 постов, чтобы, скажем так, сразу же, да, каждый раз, да, не прибегать к каким-то дополнительным там манипуляциям. Вот, значит, что он указал? Он указал минимум информации, которая требуется для подбора. Он указал даты исследования, он указал длительность исследования, также пол, мужчина, женщины, да, и осуществляющие покупки товаров в онлайн-сервисах. Вот, тут у нас аудитория очень активная, она всегда что-то комментирует или лайкает, в общем, да, рекомендует своих друзей, знакомых. Вот, дальше уже, вот, например, наш клиент вот в роли Сбермаркета, он уже составил анкету, и тут уже более подробно указана информация, ту, которую он хотел бы получить о респонденте. Вот, то есть на примере Сбермаркета это будет выглядеть таким образом, да? Что у нас с кейсом, который был вчера? Итак, вчера у нас был кейс немножечко другой. У нас требовались респонденты, родители. Родители, которые подготавливают своих детей к сдаче ЕГЭ. Вот. И клиент указал вот эту вот информацию. То есть, в принципе, да, клиент самостоятельно может указывать информацию, любую, которую считает нужной. Вот. Но мы, конечно же, рекомендуем какие-то основные критерии указывать, там, например, даты, да, указывать тему. Также важно указать, какой бонус, да, клиент может получить в виде вознаграждения. Клиент тут указал, что он готов вознаграждение выплатить в виде сертификата на Озон. Это 1000 рублей. Вот. Значит, это немножечко я рассказала про вот эти вот самые кейсы. Итак, что дает нам рекрут в Телеграме? Смотрите, когда респондент попадает в Телеграм, когда он попадает в наш бот, ему достаточно нажать, что он респондент. И вне зависимости от того, покинет он наш канал, захочет там уйти, чат покинуть и прочее, он у нас останется. И дальше мы все равно можем делать рассылку. Или иметь, например, какие-то сведения о нем. Почему это удобно? Потому что вы, наверное, сами видите, да, что на каналах обычно аудитория все время меняется, кто-то уходит, кто-то приходит, и мы теряем контакт у пользователя нашим, да? Тут же ситуация обстоит другим образом, мы контакт не теряем, и нашего респондента можем в дальнейшем зарекрутировать. Особенно это актуально для экспертов, которые очень-очень сложно рекрутируются. А один из таких, наверное, не совсем далеких кейсов – это менеджеры по персоналу. То есть я бы не сказала бы, наверное, что это очень легкая аудитория, но и тоже, конечно же, не скажешь, что это очень сложная. Такой, наверное, средний сегмент по сложности. Вот. Клиент также подобрал респондентов. Смотрите, как достигается репрезентативность, да, этой выборки. И как мы достигаем того, что люди меняются постоянно, они приходят новые,
Ну, смотрите, мы делаем рекламу в других телеграм-каналах тематичных. Вот в прошлой онлайн-трансляции мы показывали, как мы делали рекламу. Эта реклама была в телеграм-канале «Программисты». И вот вы знаете, мы давно работаем с лабораторией Касперского, и каждый проект очень такой сложный для нас, потому что он связан с IT-сферой, и обычно требуются какие-то, например, респонденты, которые, особенно это было, когда диковинку еще управление большими данными, сейчас как бы это, конечно же, не так сложно их искать, но тем не менее. И вот каждый проект, он очень сложный. И получается, когда к нам обращаются как к агентству, мы используем различные методы, но также мы применяем все равно рекламу в других каналах, чтобы рекрутировать респондентов. Ну, помимо HeadHunter, помимо e-mail рассылки, мы используем еще и рекламу. Так вот, тут похожая система, но мы, скажем так, вот эти вот средства, которые оплачивают клиенты, мы инвестируем в рекламу в этом канале. И, скажем так, мы большой бюджет тратим на это, но какой плюс это дает клиентам? Клиенты не тратят своих средств на рекламу, а реклама, она обычно стоит дорого, но в то же время они оплачивают, например, один проект, один курс. Вот. И делается это без посредников в виде рекрутера или агентства. Давайте, наверное, теперь я немножечко расскажу, как можно проводить интервью в Telegram. Наверное, опережая, да, ну, мы должны понимать, что сейчас уже новые такие реалии, да, в которые мы попали, и мы должны просто как бы в этом работать. То есть перестраиваться на какой-то новый диапазон, да, вот. И смотрите, получается, например, мы с вами можем опубликовать наш проект, оставить наш никнейм или нашу ссылку на Google таблицу или еще какие-либо контакты. И когда, например, респондент будет писать, мы можем сразу же с ним провести интервью в Телеграме, не выходя никуда из каких-то либо, да, других, каких-либо других сервисов. Все делать в Телеграм. Вот. Давайте, наверное, покажу, как можно провести интервью, да, в Телеграме. Часто Телеграм хорошо работает, но, конечно же, бывают какие-то моменты, как и в любых других мессенджерах. Давайте приступим. Закрепляем. Смотрите, когда мы с вами хотим, к примеру, провести с респондентом интервью, мы сначала создаем группу. Как это сделать? В правом низу создать группу. Нажимаем. Добавить людей. Сейчас я добавлю нашего коллегу. Не хочется добавлять, да, никого стороннего. Вот. Так, минуточку. Сейчас сначала я ее скопирую данные. Ник. Вот. Ник. Так. Создать группу. Ввожу ник. Так. Справа. Называем, например, юзабилити тестирование. Общее название, потому что потом мы можем просто одного пользователя удалять и добавлять другого. И эта группа всегда будет для нас актуальной, да? Так, создали. Смотрите, дальше мы видим справа в верхнем углу 3 точечки. Мы нажимаем на них.
Нажимаем на ник. И тут есть начать видеочат. Нажмем. Так, я пока что не буду тут демонстрировать. Дальше вы нажимаете видеочат, как на примере со мной сейчас. Как мы это с вами делаем. И вот тут вот можно видеть, что можно сделать название трансляции, ввести. Также справа можно остановить запись, но мы ее не будем останавливать, запись включить. Да? Можно транслировать, не транслировать экран, то есть можно показать что-то респонденту. Вот. И все это сделать, не выходя из Телеграма. Рекомендую всегда, когда мы начинаем запись, точнее интервью, включать запись. Справа 3 точечки и включаем запись на красный кружочек. Итак, смотрите, как мы поступим, если у нас, например, респондент поучаствовал, и мы хотим, чтобы он покинул нашу группу, да? Вот, мы нажмем на его имя. Ну, смотрите, мы зайдем в нашу же группу, которую мы создали, да? Вот она, изобилие тестирования. Нажимаем на имя нашего пользователя и просим его, можно даже сказать не просим, просто удаляем его из группы. Все, он у нас удален, наш пользователь. Далее мы опять нажимаем, например, добавить участников, пускай это уже новый пользователь будет, да, с новым ником представим. Также мы проводим с ним интервью, потом снова удаляем его. Когда мы с вами сохраним наше интервью, вот, да, например, да, мы с вами записывали, смотрите, оно у нас придет во вкладку «Избранное», оно не потеряется. Вот, например, мои последние интервью. Вот, и тут мы делаем трансляции про бот. Рекомендуем всем респондентам подписываться на бот, чтобы как можно больше аудитории именно в Телеграме иметь. Потому что e-mail рассылка, конечно же, умирает. Так, все вроде бы вот такого основное, да, мы рассказали. Да. Давайте, наверное, если нужно, ответим на вопросы. Если они есть, запись все равно у нас будет, мы потом ее покажем, расскажем, сделаем, может быть, даже рассылку нашим клиентам, кого еще нет в Телеграме, вот, про эти кейсы. Наверное, такое маленькое вступление о том, что в Телеграме очень много можно всего реализовать. И вы знаете, когда мы начали разрабатывать вот этот бот, мы увидели, сколько можно всего там потом автоматизировать для клиентов, да, в том числе. Вот, конечно же, есть некоторые задумки о том, чтобы сделать для клиентов в боте возможность получать структурированные заявки, да, может быть, там как-то создавать опрос, еще что-то, но пока что это только стадия таких раздумий. Почему? Потому что, смотрите, такой момент, когда, например, ты зависишь от разработчика, а в данном случае мы очень рады, что мы не зависим от разработчика, это наше такое самостоятельное ноу-хау. И пока что на рынке аналогов нету. Но, как мы уже и говорили, что обычно очень скоро что-то создается подобное. И, конечно же, мы это не отрицаем, что это может произойти скоро. Вот. И смотрите, в боте можно, конечно же, очень много автоматизировать. И очень удобно, что все в одном мессенджере. Но пока что могу, наверное, можно сказать из нашего опыта, конечно же, аудитория, которая более возрастная, она
пока что еще не так легко рекрутируется. Но для таких проектов, которые размещают клиенты в боте, мы им советуем обозначать в своем посте информацию о том, что, например, можно порекомендовать своих друзей и знакомых и получить за это какой-то бонус. То есть, смотрите, аудитория, она очень большая, она ежедневно растет. Сейчас мы запустили такие бартеры. Бартер – это когда ты публикуешь в его канале, например, да, какую-то информацию о своем канале, да, и пользователь другой, ну, как бы обмен. Вот, в странах СНГ, чтобы как можно больше была аудитория из СНГ, вот, чтобы расширить горизонты для подбора респондентов. Вот. Очень интересно, потому что это все что-то такое новое, которое требуется осваивать. Еще очень удобно, наверное, то, что мы отвечаем самостоятельно за этот бот, и мы не зависим от сторонних разработчиков, как это происходит с сайтами. И часто происходят какие-то баги, какие-то ошибки возникают или еще что-то. Да? И получается, что мы, например, были бы вынуждены обращаться куда-то, допустим, за разрешением ситуации. Вот. Ну, наверное, так вот коротко подытожим, да, о том, что в боте можно опубликовать пост, в боте можно подобрать респондентов, в боте можно выплатить вознаграждение за счет того, что вы укажете о том, что готовы, например, да, выплатить вознаграждение в виде подарочных карт. Почему бы и нет, да? Вот. Или если есть возможность, можно, конечно же, выполнить вознаграждение, перевести на телефон, как многие наши клиенты делают, то есть когда они подбирают респондентов в боте. Итак, бот дает возможность сделать подбор быстрым, ни от кого не завися, не обращаться ни в агентство, ни к какому-либо сервису, никому, просто зайти в бот и в нужное время подобрать респондентов. Можно оставить свой ник, если это какие-то, например, респонденты, да, как кейс с менеджерами по персоналу, они вам, например, напишут, вы уже самостоятельно с ними свяжетесь и сразу же в Телеграме проведете интервью. Вот. Ну, запись тогда мы сохраним о всем сказанном. Если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, ответим. Какие-то, может быть, вопросы? Нету вопросов? Нету вопросов, это тоже хорошо. Про кейс мы рассказали, про то, как провести интервью в Telegram тоже. До новых встреч. Наверное, в следующую встречу мы уже расскажем о каком-то более таком интересном кейсе и, возможно, о какой-то более сложной аудитории. Потому что бот пока что, конечно же, позиционирует себя как рекрутинг не труднодостижимая аудитория. Конечно, если сложная аудитория нужна, то можно всегда прийти в агентство. Спасибо всем за встречу, за внимание. Всем до связи и очень такой хорошей пятницы. Всем пока-пока.